Привет, дорогие друзья! Особенно те, кто переживает за тему экологии и мониторинга окружающей среды. Мы приехали в гости к Росгидромету, и сейчас мы посмотрим, как же осуществляется этот самый мониторинг. Мы посмотрим, как мониторит воду, воздух, что еще? Радиацию! Вашу любимую радиацию! Но прежде чем мы начнем, давайте вспомним, что вообще знаем про Росгидромет. Скорее всего, вы думаете, что это те люди, которые предсказывают погоду, а потом рассказывают об этом на ТВ и в интернете. А еще наверняка знаете народные приметы. Например, если чайка летит хвостом вперед, значит ветер очень сильный. А еще вы точно видели множество ироничных мемов и шуток на тему предсказания погоды. Да и с помощью собственной коленки вы наверняка можете прекрасно предсказать погоду. Давайте посмотрим на реальную работу людей и узнаем, чем же еще занимаются в Росгидромете. И поверьте, без химии там не обошлось. Позади меня находится передвижная лаборатория, в которой проводят анализ воздуха. Пойдемте посмотрим, как это происходит. Здесь очень крутое современное оборудование. Расскажите, пожалуйста, как вы снимаете показатели воздуха? Отбор проб производится. Так, мы находимся внутри передвижной лаборатории. Расскажи, пожалуйста, что здесь есть и за что это отвечает? Ну, во-первых, здесь есть система жизнеобеспечения. Это аккумуляторы, от которых сейчас работает все оборудование, вентиляция и отопители. Потому что мы можем работать зимой, летом, ну, всегда, в любых условиях. Здесь у нас находятся газоанализаторы, анализаторы и метеорологическое оборудование. То есть вот это та самая штучка, которая поднималась сверху, да? Да, это метеорологический зонд. А как ты ее поднимаешь? Ручками? Нет, с помощью питания мачты. То есть есть кнопочка, да? То есть не рукой? Да. Но это сложно. Ну, то есть как бы не сложно, сразу. Да? Там 4 рукава, да, и надо каждого так регулировать, чтобы вот... Ага, Поэтому, понятно. Да. Хорошо, как проводится анализ? Можешь методику анализа рассказать? Ну, давайте расскажем на примере анализатора диоксида серы. Внутри газоанализатора встроена ультрафиолетовая лампа. Свечение лампы возбуждает молекулы СО2. Они начинают светиться, происходит флуоресценция, а интенсивность свечения молекул как раз прямо пропорциональна концентрации. Концентрация у нас сразу отображается на экране монитора. Угу. То есть прямо в режиме реального времени можешь смотреть? Да. То есть если вот эту трубу подвести к выхлопной трубе какой-нибудь машины, то, соответственно, можно будет померить выхлопы машины. Конечно. Если даже включить нашу машину, мы уже увидим. То есть вы когда измеряете, вы должны машину глушить? Обязательно. И сколько нужно подождать с момента, как вы приехали на точку? Мы как раз, когда приезжаем на точку, останавливаемся, и с помощью вот такой кнопочки происходит установка нуля. То есть вы как бы фон измеряете, что машина вот немножко испортила воздух. Но она не сильно влияет, но в любом случае мы обновляемся. Угу. То есть на каждый газ отдельный хроматограф, да, стоит? Это не хроматограф у нас один, это газоанализаторы. Диоксида серы и сероводорода. Сероводород окисляется до СО2, и таким же принципом определения производится. Понятно. А здесь получается... А это уже СО, только угарный газ, оксиды азота и диоксид азота. Под СО тут инфракрасное излучение, а тут можно посмотреть мультики, происходит хемилюминесцентная реакция. Вот видите огонечек, то есть это химический метод. Осреднение производится в течение 20 минут всех концентраций полученных и сравнивается предельно допустимой максимально разовой концентрацией. А хроматограф что измеряет? Ароматические углеводороды, тут где-то 9 веществ. Да. Это как раз проботборное оборудование, газоанализаторы к тому зонду подключены, а здесь уже аспираторы. Это те вещества, которые мы не можем определить в режиме онлайн, мы определяем с помощью аспираторов. То есть воздух. В итоге трубки ставятся? Да, трубки ставятся, и потом в лаборатории анализируются. А на ртути анализируете? Нет, это у нас Роспотребнадзор. И служба спасения, у них есть такие газоанализаторы. А это анализатор твердых частиц мелкодисперсной пыли. Частиц размером 10 микрон и 2,5 микрона. Это индикаторные вещества, их определяют по всему миру. Все, что размером меньше 2,5 микрон, потому что это именно такой размер, который седает у нас в легких. То есть они попали в легкие, потом не выбрались? Да, и потом уже влияние негативное.
Так, то есть это программа, в которой отображаются все данные, да? Да. А они все- приборов у нас 3-4, а здесь что-то много данных. Тут... Нет, у нас приборов больше, и один прибор тут 9 веществ определяет, поэтому есть по 2, по 3 вещества. Вместе с измерениями мы регистрируем метеопараметры, которые также отображаются. Здесь это температура, влажность, атмосферное давление, направление ветра, скорость ветра. А эти данные потом куда отправляются отсюда? Данные мы отчеты формируем и уже направляем в наш информационно-аналитический центр. То есть это где-то на сайте любой желающий может посмотреть? У нас есть сайт, да, где месячная информация выставляется. Тут еще можно на графиках посмотреть. Ну, допустим, вот видите, мы приехали тогда вот... Это от машины, то от есть машины, да. это человек вышел покурить как Это раз, да? может быть такое. Вот. Здесь вышел такой, закурил, не закурил, пошел Ну и обратно. так ровненько вся концентрация уже проходит. А если здесь будет превышение нормы, как-то на графике будет отображаться? На графике нет, но здесь, если мы перейдем в режим плитки, то уже зеленый гореть. цвет будет красным. Да, потому что вот норматив, допустим, у нас установлен ПДК для, вот как раз вы спрашивали, мелкодисперсных частиц, То есть 0,3. Сейчас средняя за 20 минут сравнивается. То есть если будет 0,3, то здесь будет красным цветом гореть. 30 раз, в 15 раз меньше, чем ПДК, да? Получается? Да. Вот, температура пробы отбора у нас в норме, поэтому все делаем. Хорошо, а если в какой-то момент у вас начинает превышать нормы, загорается красненьким ваши действия, вы просто сообщаете, кому надо, что у вас там выбросы или что? Но если это выбросы, точнее не выбросы, если концентрация больше 10-кратного размера ПДК, то мы уже готовим телеграмму и направляем контрольно-надзорным органам. А он уже дальше идет конкретно в какой-то завод или предприятие и говорит, что у вас там, скорее всего... Да, у них там превышение. своя работа уже проводится, свое расследование и привлечение к ответственности. Ну, чистенько сегодня. Воздух чистый, можно дышать спокойно. Сколько за день надо точек объехать по плану? Да. В среднем мы объезжаем 8-15 локаций. На каждой точке измерения проводятся в течение 20-30 минут. Мониторинг круглогодичный. А если не успели объехать? Значит, переносим. Нет такого, что пока не объехали, на базу можете не возвращаться. Нет, мы всегда выполняем план. Понятно. А если пурга заметает дороги? Все равно. Все равно надо объехать и измерить, да? Знаете, главное самому не плюхнуться. Мне тут предложили поработать пробоотборщиком и дали вот такую штуку. Называется как барометр гидрологический. Заводской номер есть тут. Если бы Саша умел читать, то смог бы правильно прочесть название. Этот прибор называется батометр, а не барометр. Тут внутри находится термометр. И с помощью такого прибора осуществляется отбор пробы воды. Скользко, мокро, оно еще тяжелое само по себе. Главное сейчас самому сделать пробу отбор воды, а не чтобы вода сделала пробу отбор Саши. Так, главное еще и не утопить. А то сколько оно стоит? Штуку зелени? Так, я уже запутался. Надо к себе привязать. И якорем ко дну пойду. И главное не в лед, да? Ох, ты ж пошла. Опускаем. Смешные звуки делает булюм-булюм. Поднимаем. О, тяжелая стала. Плещется во все стороны. Вот такую пробу я поймал. А что, водичка-то коричневая? Пойдемте анализировать. Все, и вот так вот идти, что ли? Вы прикалываетесь? А куда? Сливаем? Пешочком, типа, вот туда идти? Не, вообще на месте сливают. На месте сливают. Далее пробу воды сливают в специальную баночку. Вот такая баночка, мы ее ставим. И там есть снизу клапан. Вот так. Дорогие химики, все, кто пострадал от титрования, тут внизу находится вот такой писсикатор. Он делает так. Нет, не сливается. Сверху еще клапан поднять надо. Все, понял. Дорогие химики, все, кто пострадал от титрования, чтобы слить отсюда пробу, надо внизу нажать на вот такую железненькую штучку. Главное, себе в рукав не налить. О, пошла родименькая! Остановите! А почему? Пить отсюда можно? Нет, легко. Говорят, нет. Не будем пить. Пойдемте проанализируем, там посмотрим.
Так, а обратно, говорят, сливать надо. Вот так, вот через вес сливаем. Если что, это не я. Далее проба попадает в аналитическую лабораторию, где анализируется на 50 показателей. Естественно, вот такого объема недостаточно, поэтому на самом деле отбирается вот такая 5-литровая канистра. Для анализа используются хроматографы, спектрофотометры, различные анализаторы, допустим, ртути или на углерод, pH-метры, кондуктометры и множество другого современного оборудования. Вдаваться в подробности анализа воды сейчас не будем. Что было в нашей баночке, можете посмотреть на экране, просто нажмите паузу. А мы идем дальше, так как здесь есть кое-что поинтереснее. Ну, какие виды анализов у вас есть? Мы исследуем на радиоактивность траву, почву, воду, воздух. А где вы берете траву для анализа? У нас маршрут проходит в 30-километровой зоне от потенциально опасных объектов. Отбираете прям вы или кто-то там есть какая-то служба, которая ездит, Нет, собирает? отбираем мы. Угу, то есть прям сами выезжаете в поле? Сами выезжаем и в точках отбираем, серпом скашиваем не менее 3 сантиметров от поверхности почвы. Имеет ли значение, какую именно траву отбирать? Нет, все, что растет на этом участке, все собираем. Это какой-нибудь квадратный метр? Да, у нас участки метр на метр, но если растительность редкая, то можем увеличить 1,5 метра на 1,5 взять. А какую траву мы сегодня будем анализировать? Самую обычную. А как она называется? Сено. Мы до вида не определяем. Мы не биологи, все, да? что есть, да. Нам все Все в равно. основном злаковые. Понятно. А вы ее перед анализом сушите? Конечно, мы ее привозим, она же свежескошенная, ее надо высушить. А где сушите? Сушим на различных поверхностях, на полу. Ну, это на улице где-то? Нет, это здесь у нас в лаборатории. Как к вам коллеги относятся, которые не занимаются этим? Что говорят? Что опять свою травку накосили? И... Да, опять на чай собираем. Высушенную траву мы режем на фрагменты, затем мельчим в промышленном измельчителе и засыпаем это все в форму маринелли, потом взвешиваем и уже передаем дальше на анализ. Вот знак висит, так понятно, что радиационно опасный. Итак, такой вид анализа я еще ни разу в жизни не делал, поэтому решил поучаствовать лично. Но сначала измерил образец травы на радиоактивность. Ничего тут нету. Чего вы собрались мерить? Что у вас за модель? Плохо видно? Да вообще ужас. В темноте только радиацию мерить. Да мы можем нашим померить. А что есть? Конечно. Давайте вашим померим. Все, измерение пошло, пропищит и увидите. Что-то у вас много показывается, в отличие от домашнего. 0,16, а у меня 0,03 показывает. Это же бытового использования, там погрешности высокие. 0,15 микрозиверт в час. Все чисто. Чисто. А зачем мы перчатки надели? Для работы с травой я все жду, когда начнется. И насколько мелко надо резать? Как можно мельче. А зачем резать вот так вот? Почему нельзя сразу вот сюда засунуть и измельчить? Что хотите, чтобы она у нас быстро вышла из строя? Она выйдет из строя из-за этого? Да, поэтому мы и мельчим. Как можно меньше режем на кусочки. Ну-ка, дайте-ка я попробую. А здесь должна быть фракция почти как пыль. Такого можно, как если вы мечтали быть парикмахером, да, такие раз, вот так можно подрезать, вот так можно подрезать, вот так подрезать. Все улетело. Релакс. Как часто приходится подметать здесь? Ну, если честно, мы не здесь это все. Ну вот да, кстати, вот вопрос следующий. Мы вот для съемок это сюда выставились, а где это вообще происходит? Там у нас в печной. И сколько надо времени уходит? Норматив на нарезку травы? Нету нормативов, как нарежете. Можно, наверное, уже порезанное туда закинуть в измельчитель. Крыло весь обзор. А как оно? Сюда вот просто, переносить? да, горстями. Ого. Это явно как-то не так делается. Не, мы Вот так это- же делаем. А пыль вокруг? Разлетающаяся травушка, муравушка. Ничего страшного. Не страшно? А сколько надо? До крышки добить? Ну, я обычно так делаю, а чтобы вам эту фракцию показать, так можно и... Ну ладно, закрываем. Что-то мне с этой стороны несподручно. Он громкий.
Я минут 5-10 молю. Ну вот надо заглядывать периодически, смотреть, в каком состоянии. Такую, это очень крупная. Пальцем Булюм-булюм просят тут, представляете? Булюм-булюм в миксер. Главное, не включайте его, пока мои пальцы здесь. Ну, Ого, сколько пыли. примерно до такого состояния. Тепленькая. Кувшин снимайся. Сосуд Маринелли необходимо заполнить травой до самых краев. Помимо травы, в сосудах Маринелли измеряется активность счетных образцов почвы. А теперь приступим к самим измерениям. Так, прежде чем поставить пробу в спектрометр, машина должна быть откалибрована. Это делается с помощью специального источника ионизирующего излучения. Помещается он вот сюда. Запускается калибровка. 150 секунд занимает калибровка, так что подождем. Угу. То есть прибор откалиброван. Да, все данные сильно не отличаются от предыдущих значений. А это данные с каждый день, да, предыдущих получается? калибровок, да. Перед каждым измерением производится калибровка подобного рода. И сколько измерений таких в день можно сделать? В зависимости от количества проб, от 8 до 10. А если измерение 4 часа идет, как можно 10 измерений сделать в день? Каждая проба измеряется по-разному. Вот пробы почвы и растительности, да, там они занимают 4 часа. А те же пробы, допустим, воздуха, это по полчаса. То есть вполне реально в день, скажем, просмотреть на 2 спектрометрах целый месяц. Ну что, данные зафиксированы. Достаем источник. Да, источник можете посмотреть, пожалуйста, здесь указано, какие радионуклиды здесь содержатся. В качестве стандартного источника используется вот такой вот сосуд Маринелли. Это не просто майонезная ведерочка, вот здесь даже есть выемка внутри. И внутри находятся радионуклиды 137 цезий и 40 калий. 40 калий – это естественный радионуклид, а 137 цезий – это техногенного характера радионуклид. Откуда? С Чернобыля ждем? Нет. Нет? Тут рядом это есть. результат ядерных испытаний, ядерного применения ядерного оружия, если таковое было. То есть в случае чего вы можете… Если данные по нему будут Завышены. не отрицательными или слишком завышенными, Будете искать значит, источник. значит, имеет место техногенное загрязнение, да. Ага, понятно. А где Но можно… обычно такого не случается. Пока. Обычно. Пока такого не случалось. Понятно, спасибо. Все в пределах нормы. Ставим траву. Да, ставим траву. Так, и здесь указываем время набора. 14 400 секунд. Это 4 часа. И продолжаем. Это мы поставили измерять траву. Да. А зимой где брать траву? Зимой мы не измеряем траву, зимой мы проводим отбор снега. А как это происходит? Точно так же, как и отбор травы, то есть мы выезжаем на контрольные точки в районе. Также серпом квадратный метр Нет, скашиваете? нет, мы обходимся вполне лопатой и специальной рамкой, которая обозначает площадь для сбора снега. Смех смехом, летом используют рамку метр на метр, а зимой для сбора снега используют вот такую рамку 55 на 55 сантиметров. Возможно, всем известные круги на полях – это не инопланетяне. Просто в Америке другие ГОСТы по сбору травы. У нас метры, у них фунты. У нас градусы Цельсия, у них градусы Фаренгейта. У нас квадрат, а у них круг. Все логично. Хорошо, а сколько кубометров снега надо собрать? Надо собрать 2 ведра по 10 литров максимум. Угу. А снег же бывает разный. Бывает рыхлый, бывает плотный, бывает лед. Лед собираете? Все, что попадает в площадь, обозначенную рамкой, все собираем. Будь там снег, лед, наст, хлопья, ледяные крошки. Все туда. Если не хватает снега… Если не хватает, площадь расширяем. Увеличивается, да? Да, не намного, но обычно хватает всегда. Ну, то есть, получается, главное, чтобы с собой не попали твердые частицы, там, земля, грунт и так далее, да? Конечно. Хорошо, привезли вы снег, он же по-любому грязный. Что дальше? Снег должен растаять. Угу. Когда снег растает, мы его фильтруем в воду стаявшую через фильтр, ватный фильтр. И этот фильтр сжигается, озоляется в печи. То есть вся грязь оседает на нем, мы его кладем в печь и озоляем. Хорошо, а что на анализ идет? Зола или вода? Нет, вода отфильтрованная прогоняется через колонки, через зонообменные колонки.
специальные, они набиваются смолой в зависимости от того, какой литраж воды у нас получился после фильтрации. То, что осталось в колонке, вот эта вот набухшая смола, она также вытряхивается из колонок и точно так же идет в печь на озоление. Ага, то есть смола одноразовая получается, Да. Угу. Потом то, что у нас осталось от фильтра и то, что у нас осталось от золы, смешивается, измельчается определенным образом, забивается в подложки специальные, которые уже потом идут на измерения на радиометрах. Так что же там с нашей травой? Давайте посмотрим, что за 4 часа намерил прибор. Итак, мы видим, что по результатам у нас цезий не определяется, соответственно, получается, техногенным радионуклидом трава не загрязнена, а наличие остальных радионуклидов природных в пределах нормы. А вот эти образцы, это что здесь? Это воздух. Это воздух. Да. А как вы туда воздух напихиваете? С фильтров, горизонтальных планшетов и А можно? воздухофильтрующих В руках подержать устройств. можно? Образцы воздуха помещаются вот в такие измерительные приборы. За сутки необходимо измерить больше 60 образцов, поэтому работать надо оперативно. Это что за калькуляторы у вас такие? Это приборы, радиометры. Считаем суммарную бета-активность. Все подписаны. Конечно. А в этих пробах что? Тоже трава? Нет, это воздух. Это осадки, выпадения. Воздух в руках. А потом куда эти образцы уходят? Какие эти? Вот эти, да. Вот вы их измерили, куда они потом? А это уже к нашим девочкам. Мое дело измерить. А вы не пробовали их продавать как сувенирчики, типа воздух из Вологды? Там такого-то, Вы такого что? числа. Это запрещенная деятельность. Почему? Что? Так тут же У ничего нас, нет. у нас нет разрешения заниматься коммерческой деятельностью такого рода. Мои бы подписчики по-любому бы захотели себе такие образцы. Огорчите, они их не получат. Вы их не получите. Ты-ты. А вот эти приборы хорошо известны студентам радиохимических специальностей. Как-нибудь потом подробнее расскажу, как они работают. Движемся дальше. Это лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Северного УГМС. Загрязнителем воздуха является автотранспорт и выбросы промышленных предприятий. Те вещества, которые не определяются на автоматических газоанализаторах, на автоматических постах, определяются вручную, так называемые, вот в этой стационарной лаборатории. Пробоотбор мы проводим на стационарных постах. А где эти посты находятся? На территории города Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Они как-то автоматически проводятся или люди ручками собирают? Приходит наблюдатель один раз в сутки, включает автоматическое пробоотборное устройство, и это устройство отбирает в 7, в 13 и в 19 часов. Потом приезжает машина и ежедневно забирает эти пробы, привозятся в лабораторию и проводится их анализ. Проба переливается, отбирается на поглотитель Риктора или на сорбционную трубку, переливается в специальную промаркированную тару, складывается в ящик, и ящик на машине привозят ежедневно в лабораторию. Вот на такие сорбционные трубки проводится отбор атмосферного воздуха. А что внутри набито? А внутри специальная, значит, стеклянная крошка, которая пропитывается поглотительным раствором. Когда воздух проходит, прокачивается через сорбционную трубку, загрязняющее вещество оседает вот на этой вот крошке, затем заполненной поглотительным раствором, затем поглотительный раствор переводится в раствор в лаборатории и анализируется на фотоэлектрокалориметре. Вот и все. А почему в одном больше стеклянной крошки? Потому что это на одно вещество, а это на другое вещество. Вещества разные. А какое на какое? На эту сорбционную трубку у нас определяется диоксид азота, а на эту сорбционную трубку у нас определяется сероводород. Каждая трубочка оборачивается вот такой вот специальной солнцезащитной сначала бумажкой. Маленький листочек приклеивается, пост номер 4, допустим, столько-то часов, такое-то вещество. Все. И вот так вот трубочка запаковывается. Промаркированная трубочка складывается в ящик, и ящик привозят в лабораторию. Да, вот видите, на каждой трубочке написано вещество, номер поста, где отбирается. Вот. Как видите, работа не из легких. И химии здесь очень много.
Расскажи, пожалуйста, как проводится анализ осадков? Осадки собираются на станциях, на метеостанциях, гидрологических морских станциях, в пробоотборное устройство. В многом Как оно выглядит? оно выглядит как ведро обычное. То есть вы собираетесь в маленькие ведерки осадки? 5-литровые, да. 5-литровые. С неба падает дождь, снег мы собираем на станциях. Далее они транспортируются в лабораторию в полиэтиленовой посуде, в баночках. И мы на системе капиллярного электрофореза исследуем ионный состав, также pH, электропроводность, гидрокарбонаты измеряем. Мы их суем в систему капиллярного электрофореза «Капель». Это который Люмекс? Компания? Да, компания наша, «Капель». выпускающая прекрасные приборы. Осадки нам привозят с 16 станций с Архангельской, Вологодской областей, с республики Коми. Пробы снежного покрова нам привозят с гораздо более обширной территории. Вот Диксон, Хатанга, Кренкеля, вот здесь остров. С труднодоступных станций с ТДС нам исключительно их доставляют по морю. В ведении Северного УГМС также имеется несколько судов, которые ежегодно отправляются в экспедиции. И на них с труднодоступных станций привозят пробы снега, снежного покрова. С суши, конечно же, по почте. Вот в таких вот бандерольках возят пробы воды и атмосферных осадков на анализ. Главное, чтобы бандеролька на почте не затерялась. Иначе анализов не будет. Пробы атмосферных осадков отбираются раз в месяц. То есть в течение месяца собирают в осадкосборное устройство, ведро, пробы, дождь, снег, и в конце месяца отправляют суммарную пробу. А проба снежного покрова отбирается один раз в год в конце периода залегания снежного покрова, весной, летом, когда снег начинает таять. Ну, здесь попозже тает снег, здесь пораньше. Как видите, Северная УГМС отвечает за отведенную ей территорию. Всего по России более 12 тысяч метеостанций и постов наблюдения. А всего в составе Росгидромета работает 17 научно-исследовательских институтов. Идем дальше. Ну-ка расскажите, что это за треугольные точечки? Ну, Северное управление одно из крупнейших управлений в структуре Росгидромета. География наших исследований огромна. А здесь отмечены пункты контроля качества вод. Всего мониторинг поверхностных вод ведется на 140 створах. Пробы отбираются на 63 реках, 3 протоках, 3 рукавах, 3 озерах и даже 2 водохранилищах. Ну и как у нас с водичкой дела? Вам честно или соврать, да? Честно. Но многолетний мониторинг показывает, что состояние воды у нас вполне неплохое. Превышения связаны чаще всего с какими-то гидромет-условиями или природным фоном. Так вот можно отметить, что для северных рек характерно повышенное содержание металлов, что связано вот с болотным питанием рек, ну и геологией территории, по которой они протекают, насыщенной железом и другими минералами. Почему водичка-то коричневая? Темный цвет воды вот в первую очередь связан с болотным питанием наших северных рек, богатых гуминовыми кислотами. И да, с геологией территории. Очень много минералов, таких как железо, марганец, алюминий. А почему вы анализируете именно вот на такие вещества, там на метанол, фенол, нефтепродукты? Существует основной перечень загрязняющих веществ, который характерен, наверное, для всей территории управления. Но в зависимости от характера промышленности добавляются специфические показатели. Теперь вы знаете, что Росгидромет не только предсказывает погоду, но и занимается мониторингом окружающей среды. Таким образом, он стоит на страже экологической безопасности. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях, а мы обязательно на них ответим. На этом все. Увидимся. Всем привет, дорогие друзья. Меня снимай. Оператор СДВГшник, ты чё? Меня Гуля отвлекла. Все, давай снимай меня. Хватит Гули снимать.